Всем привет! Вы на канале Заброшенная Прибалтика. Сегодня мы отправимся на берег моря, в заброшенную деревню рыбаков. Здесь я нашел много интересного. Рыбацкое судно, склады лодочной станции и много других находок. Приятного просмотра! Вау! А вот тут я, пожалуй, задержусь. Нашел я одно интересное место. Заброшенную деревню. Но не простую деревню, а деревню, где жили рыбаки. Прямо на берегу Балтийского моря. Сети для лова рыбы. Сколько их здесь? Целая куча. Кто-то, похоже, приготовил на вынос холодильники. А вот и первое помещение. Это же ведь парусные лодки для подростков. Назывались они «Оптимист». Я даже сам плавал на такой в детстве. Да, сюда ставился киль, спереди был парус, а назад ставился руль. И в лодке были еще баллоны, для того, чтобы она не утонула. С ума сойти. А для тех, кто постарше, были вот такие небольшие яхты. Назывались они «Лазер». У нее парус был еще такой высокий. Метров 5, наверное, в высоту. Да тут целый склад самых разных вещей. Вот еще оптимисты. Тут, наверное, был парусный кружок когда-то. Лазеры. А вот еще одна интересная вещь. Парусная яхта «Кадет». Здесь было 2 человека. И у нее тоже был парус. Сколько у меня воспоминаний из детства при виде этих лодок. Правда, я плавал только на «Оптимисте». Тут даже лодочный мотор стоит советский. «Нептун». 23 силы. Интересно, его еще можно завести или нет? Кассовые аппараты.
Морские узлы самые разные. Причем здесь их много. Я же ведь сам, когда закончил школу, учился на матроса. И потом ходил работать в море. И мы тоже учили узлы. Я помню, нужно было знать 20 разных узлов. Правда, сейчас уже я все эти узлы позабыл. Но многие из них действительно полезные. И не только для моря. Целый ящик спасательных жилетов. Причем такие делались еще в Союзе. Диплом за 6-е место в Олимпиаде по парусному спорту. 2009 год. Морские флаги. Азбука Морзе. Как устроена яхта. Рисунок. Причем это все, возможно, даже было сделано самими учениками. Карта. Причем тут все расписано подробно даже, где какая глубина. Сейчас, правда, такими уже не пользуются, потому что все в электронном виде. И такого добра здесь целые полки. Товарно-транспортная накладная 97-го года. Целая папка. Да что папка? Целая полка. Еще жилеты. А это вообще надувной, что ли, жилет? Буи. Чехлы, что ли? Подумал, паруса. А нет, похоже, что это были паруса. Как раз таки. Да. И снова костюм для защиты от воды, наверное. Туалеты.
Мукачево. Это животные лыжи. Причем очень старенькие. Здесь пахнет старостью. Тут, наверное, сидел начальник базы. А вот так вот здесь все было во времена Союза. Старая фотография, черно-белая. Чуть не пропустил. Это же на полу лежат мачты. Есть мачты, лодки, паруса. Можно собраться и выйти в море при желании. Автобус. Неужели тоже брошенный? — 2022. В прошлом году проходил техосмотр. Кстати, это автобус-холодильник. Я думаю, что на нем возили рыбу. Просто куда я попал? Склад с лодками. Куча рыбснастей. Заброшенная машина. А рядом такая вот рыбацкая лодка. Моторная. Двигатель. Ручка газа, наверное. И место рулевого. Интересно, какую волну держала эта лодка? Снова жилеты спасательные. Веревки. Буйки. Такими буями, наверное, отмечают места, где ставят сети. Кровати. Причем почти как новая. Скамейки. Здесь тоже много всего. Похоже на двигатель, который застоялся на ремонте. Может, даже его сняли с рыбацкой лодки. А какой шкаф! Напоминает те, которые я видел в деревенских домах.
Сколько добра пропадает. И какое же здесь было когда-то развитое рыбное хозяйство. Якорь. С трудом могу его поднять. Вау. А вот тут я, пожалуй, задержусь. Киноаппараты. Сделано в СССР. Интересно, как они здесь оказались? Наверное, тут был небольшой кинотеатр. Или зал, где проходили дискотеки. Вживую я такие еще не видел. Это два одинаковых прибора. Чемоданчик еще. Тяжелый. Блок питания весит 10 килограммов. Мощная штука. А это что? Ломо. Наверное, это прибор для киноаппарата. Вот это, конечно, я нашел склад старины. Блок управления. С такого пульта, наверное, можно было управлять киноаппаратом. Вообще, пока лето, пока еще тепло, надо съездить в музей к Арвидасу, посмотреть вживую, как работает вот эта машина. Штурвал. Это музыкальные инструменты. О, смотрите, что нашел. А интересно, звука нету. А вот это уже что-то поинтереснее. Я думаю, здесь по-любому устраивали дискотеки по выходным. Принтер, компьютер,
монитором. Интересное такое пересечение эпох. Компьютер и киноаппараты. А это что за звери? Крокодил. Зубастый. А это кто такой? По размеру как небольшая кошка. Может быть, это были учебные пособия? Это компас. Еще один. Схема планшет размещения снабжения на рыбацкой лодке. Как она была устроена. А вот и кинолента. Жаль не разглядеть, что там. Надписи вижу. Песня на берегу Курземе. Вот бы посмотреть это все сейчас на этих киноаппаратах. Кубок. Не могу ничего разобрать. 99-го года, что ли, кубок? О, это же ведь сигнальные ракеты. Сигнальный фейерверк. Да. Для того, чтобы в случае бедствия можно было бы его подать. Например, если ты потерялся посреди моря. И что интересно, здесь даже на одном из них срок годности. Где он был? До 24-го года. А сделан в 2000 году. Получается, 4 года они хранятся. Вот это прям находка. Взять одну с собой, что ли? Хотя страшно, чтобы не взорвалась. Шляпы резиновые. А это тут зачем? И вторая есть. Фотографии 2003-го. Какой парусник. Какая чайка. А это уже что-то современное.
все было серьезно. Причем фотографии-то ведь цветные. А значит, не так давно это все закрылось. Спасательная шлюпка. Да, вот она. Во, процесс лова рыбы. А это что? Метры, мили, узлы. Это, похоже, приборная панель, снятая с корабля. Вон здесь компас, часы, второй компас и даже третий. Вот эта вещь. Рыбаки играют в карты. Еще картины. Это из металла. Красиво нарисовано. Как раз рыбацкая деревенька на берегу моря. Целый ящик макулатуры. И все это документация. Например, тут за 99-й год. АЛ-1. Это что, еще какая-то ракета? Немножко страшно брать ее в руки. И еще такая же вторая. Напишите в комментарии, кто знает, что это. Похоже на ракету, конечно, но я в этом не уверен. Жилет. Похож на такой, какими оборудован самолет. Надувной. Ух ты! Смотрите, шлем с рогами. Я первый раз такой вижу. И на нем написано «Труд». Прикольно. Герб Латвии. Приборы. Причем, похоже, сделанные в Союзе еще. Снова фотографии. Быт рыбаков. Это, возможно, бухгалтер. Ух, сколько птиц. А это, наверное, какой-то праздник был. Дети, море. А вот это зимой. Все в снегу.
Вот и все. А тут просто кладовка с различными инструментами, жидкостями. Порадовало меня это место очень. И лодки, и машины, и склад со стариной, с разными современными вещами. Такое прям бывает нечасто. Что ж, на этом видео подходит к концу. Спасибо, дорогие мои зрители, за просмотр. Удачи вам, здоровья и до новых встреч.